Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам все анимационные фильмы диснеевского ренессанса. Диснеевский ренессанс охватывает 10 лет с 1989 по 1999 год, в течение которого Дисней выпустил в кинотеатрах 10 анимационных фильмов. Почти все из них вам наверняка знакомы. В прошлом году я решил собрать их коллекцию данных картин, и в сегодняшнем видео я хочу вам их всех показать. И начать я хочу с анимационного фильма, с которого начинается диснеевский ренессанс, а именно это картина «Русалочка», которая вышла в 1989 году. Это у нас экранизация известного произведения Ганса Христиана Андерсена, которое также называется «Русалочка». Именно с данной картины начался диснеевский ренессанс, и данный фильм выиграл целых 2 Оскара, а именно за лучшую музыку к фильму и за лучшую песню к фильму. И, конечно, у данного издания присутствует внутренний арт. Такой вот внутренний арт с видом на море и замок. Это у нас анимационный фильм «Русалочка». Это самый первый фильм из диснеевского ренессанса, который появился у меня в коллекции, а также самый дешевый по стоимости, за который я его приобрел. Картина «Русалочка». Далее переходим к 1990 году. И в этот год вышла следующая картина диснеевского ренессанса, а именно «Спасатели в Австралии». Сам по себе это не оригинальный продукт в том отношении, что является сиквелом другого анимационного фильма от Дисней, а именно картина «Спасатели», которая представлена у меня вот в таком чешском издании. И этот фильм вышел в 70-х годах, а его продолжение «Спасатели в Австралии» в 1990 году. И данный анимационный фильм является первым сиквелом, который Дисней выпустил в кинотеатрах из анимационных фильмов, а также первым цифровым фильмом, который был выпущен в кинотеатрах полностью цифровым, потому что данный мультфильм создавали уже на компьютерах, хотя и в традиционной анимации. Но из-за провала данной картины следующие сиквелы своих картин Дисней долгое время выпускал только на носителях, минуя кинотеатры. А это у нас картина «Спасатели в Австралии» 1990 года. Такое вот издание. Далее переходим к 1991 году. И в 1991 году вышла следующая анимационная картина студии Дисней, а именно «Красавица и чудовище». Известный фильм про историю Белль и чудовища с хорошей музыкой, с хорошей анимацией. И данное издание можно найти с русским языком только в России. Я имею в виду 2D-версию, потому что здесь из языков представлены только русский и английский. 3D-версию, там больше языков, можно найти в других странах. А вот 2D-версия нигде больше с русским языком не выходила. Как всегда, присутствует внутренний арт у данного издания. С персонажами главными. Такая вот карточка, где представлены другие издания фильмов Дисней. Такое вот издание «Красавица и чудовище». Данная картина является первой
анимационной картины, которая была номинирована на Оскар за лучший фильм «Красавица и чудовище». И которая также в других номинациях выиграла премию «Оскар». «Красавица и чудовище», 1991 год. Далее, 1992 год. И в этот год вышла следующая анимационная картина. Это у нас фильм «Аладдин». Она у меня представлена в таком вот британском издании. Единственное иностранное издание в сегодняшнем видео. Здесь у нас в данном издании два Амарея. Один с первой картиной, с первым фильмом, который в кинотеатрах выходил, а в другом Амарее второй и третий фильм, которые выходили только на носителях сразу. Точнее, сразу выходили на носителях, но в то время это был VHS. Потом выходило и на DVD, и на других носителях. И здесь у нас первый фильм на одном диске с такой вот накаткой. А второй и третий фильм из-за их общей длины смогли поместить на одном диске, потому что их общая продолжительность примерно 2,5 часа, что вполне помещается на обычный диск 50-гигабайтный Blu-ray. Такое вот издание. Песня из данной картины также получила премию «Оскар», как и многие другие фильмы диснеевского ренессанса. И такое вот издание фильма «Аладдин» есть у меня в коллекции. Поэтому переходим к 1994 году. И в этот год вышла самая кассовая картина данного периода у Дисней. Это у нас фильм «Король Лев». До сих пор данная картина остается самой успешной в кассовом плане среди анимационных фильмов традиционной анимации. То есть рисованной анимации. Такое вот издание данного фильма представлено у меня. Здесь DVD и Blu-ray данного фильма. И, конечно же, присутствует внутренний арт с Муфасой, Симбой и с другими персонажами данной картины. Фильм «Король Лев». И песня из данной картины тоже выиграла премию «Оскар» за лучшую песню. И также выиграла премию за лучшую музыку к фильму. Картина «Король Лев». Это был 5-й фильм диснеевского ренессанса. Поэтому переходим к 6-му, который случился через год. И это у нас картина «Покахонтас». В отличие от других картин, которые основаны на каких-то художественных произведениях, данная картина основана на истории реального человека, реальной женщины, которую звали Покахонтас, девушки. Конечно, много чего напридумывано, но сама Покахонтас существовала в реальности. И одним из ее потомков является актер Эдвард Нортон. Такое вот издание. Здесь у нас опять бумажка с рекламой других изданий. С таким вот буклетом о принцессах Диснея. Всякой продукцией. И, конечно, есть внутренний арт. Фильм 1995 года «Покахонтас». Такая вот картина. Переходим к следующему фильму, который вышел на экраны в 1996 году. Это у нас фильм «Горбун из Нотр-Дама».
по мотивам известного романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» про Квазимода и Эсмеральду. Такое вот издание, где помимо первого фильма, который в кинотеатрах выходил, есть также второй фильм, который сразу выходил на видео. Мино кинотеатры. Такое сдвоенное издание. Есть внутренний арт у данного издания. И данная картина наиболее мрачная среди всех мультфильмов данного периода диснеевского ренессанса. Горбун из Нотр-Дама 1996 года. Переходим к следующей картине. И следующий фильм был основан на греческих мифах и легендах. И в главной роли здесь у нас персонаж, мужской персонаж, Геркулес. Присутствует, как всегда, у диснеевских изданий российских внутренний арт, где Геркулес борется с большим чудовищем. И такое вот издание данного фильма есть у меня в коллекции. И это был 8-й анимационный фильм диснеевского ренессанса. Далее переходим к 1998 году. И в 1998 году вышла анимационная картина, основанная уже на китайской истории. Это у нас фильм «Мулан». Также в данном издании представлена вторая часть, «Мулан 2». То есть два фильма поместили на одном диске, так же как и «Горбун из Нотр-Дама». И данная картина тоже интересная. И, как всегда, представлен внутренний арт. Интересно, что в озвучке главного мужского персонажа в китайской версии, в двух ее ипостасях, то есть мандаринской и кантонской, участвовал Джеки Чан. И можно найти клип, где Джеки Чан поет одну из песен на китайском языке. Точнее, на двух вариантах китайского языка. То есть два клипа есть. Точнее, две версии клипа с разными вариантами китайского языка. А это у нас картина 1998 года «Мулан» и вторая часть «Мулан 2», которая вышла сразу на носителях. Такое вот издание. И, наконец, последний фильм, который завершает диснеевский ренессанс. Это у нас картина «Тарзан». Именно с данной картины диснеевский ренессанс, как я говорил, завершается. Данная картина также выиграла премию «Оскар». Присутствует внутренний арт с молодым Тарзаном данного издания. Бумажка с рекламой других изданий. И данная картина оказалась последней в данном периоде. Потом уже начались 2000-е. Сборы относительно бюджета у диснеевских изданий начали падать. И поэтому, в конце концов, Дисней переключился на трехмерную компьютерную анимацию. А вот классический период, который называется Диснеевский ренессанс, завершился фильмом «Тарзан». И он также завершает всю коллекцию, которую я хотел вам сегодня показать. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки.
ждите следующих видео. А на этом все. Пока.